Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня я хочу с вами поговорить, что общего между Молдавией и Республикой Беларусь. Давайте. На самом деле, судя по сегодняшней ситуации, можно сразу сказать ничего, кроме того, что есть друзья у меня и в Беларуси, и очень близкие друзья в Молдавии, ну и по всему бывшему Советскому Союзу, так как отец военный, и мы много ездили где и жили. Я бы хотел с вами поговорить то, что все время откладываю, уже 2 недели хочу записать это видео о выборах в Молдавии. Они закончились неделю назад. Неделю назад я позвонил своему близкому другу, достаточно большому бизнесмену. У него, скажем, ресторанный бизнес, производство, притом в нескольких странах. Достаточно крупный бизнесмен и хороший товарищ. Я его набрал в понедельник после выборов. Говорю: привет, Вась, как дела? Поговорили о работе, о пандемии, какие посещения заведений, насколько все сложно, как люди болеют и тому подобное. И потом я ему просто задал вопрос: ну и как у вас выборы? Он совершенно спокойно говорит: да все хорошо, мы сделали современный выбор. И страна, надеюсь, будет нормально развиваться. Что значит для Молдавии современный выбор? Прошлый президент Додон – это был самый пророссийский президент из всех президентов вообще в истории Молдавии. Он единственный был на праздновании Дня Победы у Путина. Он вообще не имел впервые в истории президентства Молдавии никаких контактов с Украиной. Ну и это касается Европы. Все его лозунги сводились: мир, дружба, нет войне, за Молдавию и тому подобное. Один в один, как у Лукашенко. Единственное отличие: проиграв выборы, он отдал власть. И впервые в истории Молдавии стала женщина. Я хочу вам показать ее одно выступление, где разница во взглядах на сильную страну и сильное государство очень кардинально отличается между диктаторами и современными политиками, более молодыми. Послушайте, вот я симпатизирую этой девушке, президенту Молдавии. Я Майя Санду, и я хочу поговорить с вами о государстве. Сильное государство – это сильная власть. Сильная власть – это прочные и эффективные институты, способные обеспечить профессиональное управление. Слабые и коррумпированные институты, замешанные в контрабанде и коррупции, и слабый президент, который раздает обещания, но не выполняет их, разрушает государство, разрушает Республику Молдова. Из-за слабых институтов и слабого президента Молдова не способна справляться с кризисами, противостоять угрозам, повышать пенсии и зарплаты и создавать условия, чтобы люди оставались в стране. Из-за слабой власти мы платим за газ, электричество, продукты питания и медикаменты дороже, чем жители богатых стран. Молдова топчется на месте в нищете и коррупции, потому что у власти некомпетентное, коррумпированное правительство, не способное управлять страной. Моя цель – сильное государство и сильные профессиональные институты власти. Я не завишу ни от США, ни от России,
ни от Румынии, ни от Европейского Союза. В своей внутренней и внешней политике я буду руководствоваться исключительно национальными интересами Молдовы и интересами всех граждан нашей страны. Вот и две огромных разницы в подходе, что такое сильное государство. Я очень хочу, чтобы в Молдавии произошел экономический скачок. Я очень хочу, чтобы у этого президента все получилось. Сейчас там, конечно, все сложно. Парламент контролируется бывшим президентом. Скорее всего, его распустят и будут новые выборы. Но я рад за выбор людей, и мне нравятся взгляды этого человека на власть. Вся проблема ведь наших стран постсоветского союза. Номер один – это коррупция. Вернее, в России, в Белоруссии, в Казахстане. На первом месте это диктатура, а дальше взять все страны – это сумасшедшая коррупция. Меняя власть, очень тяжело, вот у нас в Украине, пока складывается с коррупцией. Я верю, что мы будем менять власть до тех пор, пока не придет президент, который не пересажает всю предыдущую власть. Потому что абсолютно есть за что садить всех. То же самое будет во всех наших странах. Только надо сначала убрать одного диктатора, второе, а потом заниматься построением цивилизованной страны. Понятно, что коррупция есть везде. Но сегодня будет необычный выпуск. Я хочу с вами еще делиться не теми блогеров, которых вы мне набросали, сумасшедших провластных. Я хочу вам показать, кто мне нравится, на кого я смотрю, чьи взгляды мне нравятся. Вот мне нравится очень этот блогер, назовем его так, очень знаменитый. Швейцарец, отдавая налоговые деньги, покупает на них роскошные парки, парковки, супердороги, нормальных профессионалов в правительстве, вежливость и разум полиции и паспорт, который открывает свободный доступ во весь мир. Русский же, платя налоги, покупает на них ненависть соседей, бессмысленные ржавые ракеты и охамевшего мента. Ну что тут комментировать? Невзоров красавчик. Если даже пропаганда Беларуси рассказывает, какой Невзоров плохой, значит, он красавчик. Второй человек, чьи мысли и взгляды мне очень нравятся, и которого я смотрю, вот его одна из мыслей. В России часто говорят, что Россия – это особая страна. У нас уникальный климат, в котором нельзя построить рыночную экономику. Наша структура экономики и огромные пространства не позволяют создать неприкосновенность частной собственности и конкуренции. У нас особенная немонетарная природа инфляции. У нас уникальное общество, которое не может жить без коррупции. Это не так. Все страны уникальны. Двух одинаковых экономик и обществ не бывает. Но базовые социальные и экономические законы во всех странах работают одинаково. Нет специальной версии экономики для одной страны. Все страны, построившие конкурентный капитализм и демократическую политическую систему, сначала их не имели. Они прошли через монополии, диктатуры, инфляцию и коррупцию. Среди них есть страны с холодным климатом, страны с драматической историей, страны с огромными пространствами. Считать, что российские граждане не смогут повторить этот путь, означает считать российских граждан людьми второго сорта. Только что, вставляя видео Сергея Гуриева, я увидел, что у меня за этот месяц еще в копилке телефона такое количество материала, которое я хотел бы вам показать и обсудить, так как мы решили не делать длинные видео, лучше чаще
и покороче, я бы хотел вам показать еще одного очень великого человека, которым я очень сильно восхищен. Складом его ума и его талантом. Мы были ровно год назад на его концерте. К сожалению, сейчас его уже не стало. Но то, как он передает красиво проблемы всех наших стран, это, конечно, дань ему уважения. Первые вот этот пункт, особенно о коррупции, я, честно говоря, был удивлен той смелости, с которой наш президент прямо в зал, где сидели губернаторы, министры, депутаты, прямо в этот зал смело говорил о коррупции. Эта публика встретила это все твердо. Так же открыто и смело, глядя ему в глаза. Он говорил, в нашей стране процветает коррупция. Они даже вынули блокноты и что-то записали. Действительно, процветает что? Видимо, так записали. Коррупция. Процветает где? В нашей стране. Процветает когда? Сегодня процветает коррупция. Никто не вскочил истерически. Как вы смеете? Почему это? Вот кто, где? Вот никто этого не сказал. Это было железно, потому что где она процветает? В стране. В стране, не здесь, в стране. Вот выйдем, там оно и процветает. Вот, а если не выйдем... Ну, а если мы с вами на одной волне, и вы смогли досмотреть этот ролик до конца, комментируйте, делитесь мнением, подписывайтесь. Если вы не против, я иногда буду отходить сугубо от политики, отделиться с вами своим мировоззрением и теми интересными вещами, которые я увидел и хотел бы с вами поделиться. Всего доброго. Все будет хорошо. Хороших людей больше. Пока.